Подруги Джули Максорли и Лиз Котриэл долго шли к этому решению. Каждую пятницу по окончании трудовой недели они встречались на ужин, делясь своими надеждами и мечтами на предстоящие выходные. Однажды, намечая свой поход, Джули выдала идею, которая всколыхнула их воображение. Почему бы нам не отправиться в Калифорнию? Это предложение вызвало восторг у Лиз. Калифорния, с ее идиллическими пляжами, ярким солнцем и впечатляющей природой, являлась вечно живописным местом, куда мечтали поехать многие, в том числе и они. Однако вместо того, чтобы валяться на пляжах Лос-Анджелеса, известного своим золотым песком и жизнерадостной атмосферой, подруги выбрали нечто более особенное. Их целью было небольшое очаровательное местечко, расположенное примерно в 250 километрах на северо-запад от города. Это была тропинка, по которой редко кто решал бы пройти. Пляж Авила-Бич, который простирается вдоль побережья залива Сан-Луис-Обиспо. Лиз с нетерпением ожидала момента, когда они смогут увидеть горбатых китов, величественных гигантов океана, в их естественной среде обитания. Дорога к пляжу занимала больше времени, чем ожидалось, но путешествие казалось увлекательным. Подруги громко смеялись, обсуждали планы на будущее и просто наслаждались каждым моментом. «Представляешь, если нам повезет увидеть, как кит прыгает из воды», мечтала Лиз, не прекращая улыбаться. Джули, всегда трезвая и разумная, взяла на себя роль водителя, но с удовольствием поддерживала энтузиазм подруги. «Мы обязательно увидим этих монстров, я уверена», — согласилась она. Когда они прибыли на пляж, первые лучи утреннего солнца омыли их окрестности, покрытые брызгами пены. Лебеди, паря вглубь залива, представили нам сказочную картину. Подруги забронировали каяк и, взяв указания от доброжелательных местных жителей, с азартом отправились навстречу приключениям. Поход на каяке в открытое море с каждым мгновением все больше будил в них дух авантюризма и ожидания. Как только они уселись в каяк и оттолкнулись от берега, их сердца забились в унисон с волнами, наполняя воздух предвкушением. Они начали грести, чувствуя, как нежные волны воды занимаются нежным обертыванием каяка. Около них порхали дельфины, с размахом указывая, что здесь, в этом уголке природы, жизнь полна незабвенных чудес. Джули и Лиз радовались всем мелочам и искренне дружили с природой. Вскоре они достигли открытой воды, и Лиз, увидев гладь, усмехнулась. «Посмотри, как красиво. Это ведь настоящий рай». Время шло, и вскоре они произошли по самым удаленным уголкам залива, ожидая мурашек от захватывающего зрелища. Они гребли вдоль побережья, любуясь прекрасными скалами, изумрудной растительностью и оглушающей симфонией морских звуков. Спустя какое-то время Джули заметила, как стая макрели поднимается к поверхности. Ее глаза заблестели от восторга. Это было завораживающее зрелище. Сверкающая группа из сотен рыб стремительно поднималась к солнцу, восхищая обоих подруг своим танцем в прозрачной воде. «Смотри, как они прекрасны», — прошептала Джули, хотя она даже не подозревала, что это зрелище окажется лишь прелюдией к их следующему большому приключению. Однако это зрелище привлекло не только внимание девушек. К большому удивлению, тот самый горбатый кит, о котором они мечтали, тоже заметил стаю макрели. Этот хоккейный матч между китом и два симпатичных морских чудовища только начинался. Увы, Джули и Лиз, погруженные в собственные ощущения, не знали, что они оказались в самом центре охоты огромного кита. Как только кит заметил косяк рыб, он начал подниматься к нему из глубин. Когда подруги поняли, что происходит, уже было поздно. В следующую секунду все произошло мгновенно. «Надеюсь, мы не слишком близко подружились с ним», — успела подумать Джули, пока ее каяк взметнуло в высоту. В тот же миг, не дождавшись соседского резонанса, она оказалась в воде, вместе с ней подброшенной волной. «Что, черт возьми, происходит?» В панике взвизгнула Лиз, не ожидая оказаться на грани водных смертей. Она буквально споткнулась на каяке прямо в пасть гиганта.
Она поджала ноги, ожидая опасного поворота судьбы. К счастью, Кит, казалось, не желал вредить им. Все произошло так быстро, и прежде чем она смогла что-либо понять, лис оказалась в его пасти, окруженной упомянутыми сотнями макрели. И здесь, к удивлению женщин, Кит, словно к шутке, выплюнул ее обратно в более безопасные воды. Джули, находясь в таком же шоке от произошедшего, отметила: «Я просто с ума схожу. Я даже не знаю, каким чудом мне удалось избежать этой встречи». Весь этот восторг и адреналин исходили от ее дыхания, и ей потребовалось несколько мгновений, чтобы прийти в себя. Тем временем Лис, наконец выбравшись из глубины, казалось, была просто поражена не только происходящим, но и самой мыслью о том, что она пробралась сквозь пасть такого могучего существа. «Только представь, мы были прямо в пасти кита», — смеялась она, находя в ситуации магию, о которой не мечтали. Подруги обменялись взглядами, понимая, что это было не только необычно, но и немного пугающе. Вскоре, выбравшись на берег и обессиленные, они оба начали смеяться над произошедшим. Так и пришлись к тому дню, который, несомненно, навсегда останется в их памяти. «К счастью, они предпочли макрель», — с облегчением произнесла Джули, пока они оба отряхивались от морской воды, изучая свои мокрые вещи, как если бы их в руках держали ведра. Но, перестав смеяться, обе подруги поняли, что ключи от машины пропали. Где-то между каяком, их бесконечными шутками и опасными приключениями они затерялись. Обсуждая произошедшее, они решили, что либо ключи выпали в воду во время их полета, либо же главный аксессуар оказался в пасти кита. «Неплохо, подруга», — прокомментировала ситуацию Джули, крепко прижимая Лис к себе от смеха, планируя, как же им теперь вернуть свой автомобиль. Внезапно к ним подошел местный рыболов. Наблюдая за их смехом и усмехаясь, он обратился к ним. «Кажется, вы провели весьма интересный час на этом берегу. Могу помочь вам с поиском». Его доброта и желание помочь добавили уверенности девушкам. Они вместе посмотрели на горизонт, словно искали, где же могли затеряться ключи. Это оказалась идея, о которой они обе мечтали. С помощью местного жителя они начали процесс поиска потерянного. И вот, когда внимание подруг было сосредоточено на поисках, к ним подошла группа туристов, которые уже успели обуздать местные красоты и запечатлеть свои воспоминания на фото. Одним из них оказался известный блогер, который стал свидетелем их необычного приключения. Он быстро снял видео о том, как кит выплюнул лис, и его подписчики были полностью поражены этой идеей. Блогер пообещал, что история станет вирусной и принесет им известность, как великолепным приключенцам. Подруги не знали, что сказать, широко открыв рты от удивления. Это приключение стало не только милым воспоминанием, но и развитием карьеры блогера, вложившего в свои слова свою энергетику и творчество. Кого-то интересует, как ты потеряла ключи от машины. Но чтобы потерять их в пасти кита, смеясь, сказала Лис, когда мужчина пообещал ей, что они обратятся за репортажем. Когда они, наконец, нашли другие способы добраться до своего автомобиля, подруги почти не пожелали покидать это удивительное место. Они сидели на пляже, смотря на море и обсуждая, какие могут быть еще мысли, образы и мечты о том, что делать дальше. Они знали, что стоит вернуться снова и снова, ведь времени, которое они провели вместе, повлияло на их давнюю дружбу. Во время обсуждений и планирования следующего путешествия подруги осознали, что эта поездка помогла им наладить связи не только друг с другом, но и с природой, открыв новые грани жизни. Приключение, которое вначале казалось просто забавным уикендом, теперь обернулось чем-то большим. Оно стало для них уроком смелости, понимания и настоящей дружбы. Организовав следующее путешествие, они обещали друг другу, что будут более внимательны, когда отправятся в новые города. Снова и снова. В каждом зудении их сердец звучала одна мысль. Жизнь полна неожиданных приключений, и этот мир никогда не перестанет удивлять. А впереди, обладая запасом поводов для смеха, они не сомневались, что этот день
лишь начало их больших приключений и историй, полных морских чудес. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история о дружбе, приключениях и море, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь своим мнением. Ваши отзывы важны для нас. И если вы впервые на этом канале и еще не подписаны, постарайтесь подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить следующие увлекательные события и хитрости друзей, которые, возможно, однажды помогут вам пройти через похожие приключения.